Всем привет, это канал Готовить Просто, и я Ольга Матвей. Сегодня будем готовить знаменитейший торт «Птичье молоко» по рецепту моей бабушки. Сегодня я буду снимать ремейк на этот торт, потому что уже когда-то я делала этот рецепт, но очень-очень-очень давно, не на этой кухне, в общем, не все так красиво, поэтому решила переснять. Этот рецепт моей бабушки, и этот торт не суфле, поэтому советую вам остаться, досмотреть это видео до конца, потому что это, наверное, самый любимый мой торт, это торт детства, который ассоциируется у меня именно с бабушкой, и с детством, и с днем рождения. Ну, в общем, готовим. Первое, что нужно сделать, это подготовить желатин. Значит, хочу сказать, что когда вы покупаете желатин на этот торт, вы должны убедиться, что он нормального срока годности, что он не просроченный, и желатин, который вы уже брали. Причем нельзя совмещать две разные марки желатина. То есть, если у вас осталось какой-то фирмы 10 грамм, какой-то фирмы 40 грамм, нельзя совмещать, потому что вы не знаете, какой результат может получиться. Поэтому берите проверенный желатин, засыпаем его в небольшую мисочку и будем добавлять воду. Воду комнатной температуры, не нужно горячую там, или еле теплую, просто комнатной температуры, вот, которая находится у меня просто в кулере дома. Этой водой я заливаю желатин. Мешаю его, чтобы он вот так начал немного растворяться. И оставляю в кухне на столе, пока буду печь бисквит, пока буду готовить крем, он должен хорошо набухнуть. Теперь печем обычный бисквит. Для него нам понадобится 4 яйца комнатной температуры. Желтки в одну емкость, белки в другую. В белок мы добавляем щепотку соли. Ну вот так, просто чуть-чуть. Начинаем взбивать белки до хорошей устойчивой пены, и отдельно я буду взбивать желтки, чтобы было быстрее. Так, следующая очередь сахара. Так как у нас было 4 яйца, то нам понадобится 4 столовые ложки сахара. 2 ложки отправляем в белок и 2 ложки отправляем в желтки. И теперь опять взбиваем. Значит, в белке сахар растворится, в желтках, скорее всего, нет, останутся крупинки сахара, но это не страшно. В течение минуты-две взбиваем обязательно желтки с сахаром. Посмотрите, сколько получилось много желтков, они увеличились в объеме гораздо так значительно. И очень посветлела вся желтковая масса. Теперь убираем венчик, он нам уже совсем не понадобится, и отправляем желтки, так, где мой венчик, и отправляем желтки в белки. Аккуратно в одну сторону, вот так, вмешиваем белок, чтобы он не сильно опал, нужно делать это деревянной или силиконовой лопаточкой. Теперь очередь муки. Нам понадобится 4 столовые ложки муки, потому что было 4 яйца. Муку перед тем, как добавлять в тесто, обязательно нужно просеять. Сразу отправляем сюда 4 ложки. 2, 3, 4. И все аккуратно перемешиваем снизу вверх до однородного состояния. Значит, я не использую при этом миксер, просто это делаю рукой. Так, посмотрите, вот такое у нас получилось пушистое однородное тесто. Теперь по поводу соды или разрыхлителя, что хочу сказать. Значит, вообще не добавляется вот сюда в обычный классический рецепт ни сода, ни разрыхлитель, ничего этого добавлять не нужно. Можно вот так сразу печь, и так, собственно, делала и бабушка. Но если вы как-то не уверены в своей духовке, или вот почему-то вы все делаете правильно, но по какой-то причине у вас все-таки не поднимается, как положено, бисквит. Ну, мало ли что, не знаю. Все может зависеть еще от духовки. Это очень немаловажно, где вы печете. Поэтому, если могут быть такие курьезы, а торт вы готовите на какое-то событие, вам нужно, чтобы 100% все получилось, лучше добавьте чайную ложку разрыхлителя, так будет просто надежнее. Но я уверена в своей духовке, пеку уже не первый раз. И так как мы взбивали отдельно белки и желтки, вот такая пышная масса у нас получилась, а сесть он не должен, и никогда у меня таких проблем нет. Хорошо, готовим форму. Торт рассчитан на форму 28 сантиметров в диаметре, он получается как раз на всю высоту формочки.
Поэтому это уже проверено, я готовлю много лет, и я вам точно говорю, берите форму 28 сантиметров. У меня дома формочки есть разные, и я как-то взяла формочку 26, ну перепутала, и у меня реально не влез весь торт. Вот это был такой трабл, когда я его собирала, пришлось перекладывать его в другую формочку, поэтому 28 сантиметров. Теперь дно нужно устелить пергаментом, так удобнее всего, можно присыпать мукой или смазать маслом, но бока формочки ничем не смазываем. Отправляем сюда тесто. Распределяем тесто по форме, вот так, чтобы одинаковая была толщина теста везде, тогда он будет ровненький. Значит, до того, как вы начинаете вообще взбивать бисквит, нужно разогреть духовку, чтобы после того, как выложить в форму, сразу же поставить в разогретую духовку. Духовку нужно разогревать до 180 градусов. В разогретую духовку убираем бисквит минут на 20-25. У всех разные духовки, газовые, электрические, до получаса он будет печься, потому что здесь всего лишь 4 яйца, он будет тоненький. То есть он не должен получиться вот такой большой, он должен быть невысокий, поэтому формочка 28 сантиметров. Проверяйте зубной палочкой или шпажкой деревянной, чтобы он был сухой. Бисквит я только что выняла из духовки, значит, сразу вместе с решеткой вынимаю. Берем обычный десертный нож и отделяем бисквит от формочки. Значит, хочу сказать, иногда мне пишут, почему у меня бисквит сразу вот так вот поднимается высоко-высоко, а потом опускается вниз. Так вот, это нормальное, собственно, состояние бисквита. Вот, например, сейчас я пекла бисквит, вот видите, он полностью ровный. Сначала он у меня поднялся где-то, наверное, на сантиметр, может быть, миллиметров на 7, выше он был. Потом равномерно опустился, когда полностью приготовился. Это нормально, причем из 4 яиц это получается очень пышный бисквит, как на 4 яйца. Так, отделяем. И решетка нам обязательно пригодится, чтобы он остывал. Раскрыли форму. Так, сняли вверх. Поднимаем саму формочку. И берем решетку. Она горячая, поэтому аккуратно. Наверх опускаем решетку. Ой, чтоб. И переворачиваем бисквит. Теперь, вот в таком состоянии его оставляем, чтобы он полностью остыл. Значит, так заранее совсем там за сутки я не пеку, я такого не делаю. Вот сейчас он будет остывать, пока я буду готовить крем, пройдет буквально там пару часов, пока все остальное я приготовлю, бисквит остынет. Сейчас разрезать его не надо, вот так оставляем. Единственное, что формочка, в которой мы пекли бисквит, она понадобится, поэтому ее нужно помыть обязательно. И в ней мы будем собирать весь торт, это важно. Теперь подготовим яйца. Нам понадобится 10 яиц для крема. Фактически крем это и будет весь торт. Это будет вкусная, густая, белковая, заварная масса, которую мы приготовим. Для этого 10 яиц разделяем на белки и желтки. Желтки в одну сторону, белки в другую. Значит так, теперь хочу сказать по поводу дезинфекции обычных домашних столовых яиц. Так как в этот крем идут белки необработанные, взбитые, я уже очень много получила комментариев на эту тему, как обрабатывать яйца, так я вот сейчас расскажу, как это делается. Просто я думала, что все знают, а оказалось, что нет. Но, во-первых, когда мы покупаем яйца, уже как бы, ну так, за глаза все понимают, что они должны быть обработаны и готовы к применению, что даже если вы съедите яйцо сырым, все должно быть нормально. Как себя обезопасить, потому что мы не всегда можем доверять производителям. Ну, во-первых, если вы покупаете яйца хорошей фирмы, знаменитой фирмы, тогда эти риски очень-очень сильно падают. Ну, то есть мы покупаем яйцо и знаем, что производитель нам гарантирует якость, да? Как это на русском сказать, качество. Это первое, что хочу сказать. То есть не берите яйца неизвестные вам фирмы или просто подешевле. Этого делать не стоит. Значит, как дезинфицируют яйца дома? Во-первых, если вы покупаете много яиц и собираетесь их хранить, вот у меня бабушка всегда покупала по 200-300 яиц на рынке и хранила их дома. Если вы покупаете 2-3 десятка, не нужно их сразу все дезинфицировать, чтобы они хранились в холодильнике. После дезинфекции они уже меньше лежат, не так долго они хранятся, поэтому я это делаю непосредственно перед применением. Ну, во-первых, яйца нужно помыть перед тем, как вы будете их использовать. Во-вторых, я их мою просто водой, потом я их мою содой. Так делается на любом пищевом производстве. Предположим, делают хлеб. Обязательно их моют содой.
и сам дезинфектор. Но, значит, не во всех аптеках это продается, но я сейчас расскажу, что и где и как найти. Есть такое средство, называется хлорамин. Оно продается, насколько я знаю, но если говорить за Киев, есть аптеки государственные, там, где делают непосредственно лекарства, там, где можно заказывать по рецепту лекарства. Таких аптек обычно уже не очень много, их мало, и есть ветаптеки государственные, их где-то одна или две, центральная, предположим, и там продаются вот такие вот вещества для дезинфекции. Они продаются килограмм, полкилограмма, 2 килограмма в пачке, потому что хлорамин – это порошочек, который разводится в определенном соотношении с кипяченой водой. Туда опускаются яйца на несколько минут и, собственно, готовые к употреблению. Вот таким образом можно решить эту проблему. То есть нужно поехать просто в такую аптеку и купить у них. Если вы не хотите заморачиваться, тогда моем содой, собственно, и все. Я знаю, что некоторые обрабатывают, берут просто перекись водорода, выливают в стакан или там в мисочку с водой, немного разводят и таким образом обмывают яйца после соды в растворе перекиси водорода. И так можно. Но каждая хозяйка должна сама для себя решить, как она будет дезинфицировать яйца. Белок я накрою и уберу в холодильник, потому что пока они нам не понадобятся. А желтки отправляем миксером. Надо это все взбить. Я буду взбивать в комбайне до хорошей устойчивой пены. Так, выключаем желтки. Отправляем сюда стакан сахара и отправляем сюда ванильный сахар и столовую ложку муки. Так, теперь опять минуты 2-3 все это дело перемешиваем. Так, теперь у нас получилась такая яичная, взбитая, пушистая масса. Сюда отправляем стакан молока, причем он может быть холодным, это не важно. Все быстренько смешиваем. В принципе, уже даже комбайн не нужен, можем просто рукой, несколько секунд перемешать. Всю массу выливаем в небольшую кастрюльку. В кастрюльку побольше наливаем немного воды и отправляем сюда кастрюльку с кремом. Значит, теперь вода должна закипеть. В принципе, крем можно периодически мешать, вот так вот помешивать. Крем должен завариться и стать густым. Занимает это порядка 20 минут, поэтому не сбежит он у вас, не перекипит. Вы можете заниматься какими-то своими делами, помыть посуду или включить телевизор, но поглядывайте на него. Я покажу, когда он уже будет практически полуготовым, какие состояния и этапы его заварки. Так, значит, просмотрите. У меня прошло минут 15. Посмотрите, как загустел крем. Видите, очень такой он густой стал. Но еще нужно подождать минут 5, чтобы был еще чуть-чуть гуще. Видите, он немножечко как льется, а должен скапывать такими частями, быть более гуще. Поэтому еще минут 5 я подожду. Значит, все, готов наш крем. Его нужно отставить. И обычно я его оставляю вот здесь, вот рядышком ставлю возле плиты. Остыть он должен приблизительно до 40 градусов. Это значит, что если вы опускаете мизинчик, вы можете спокойно держать пальчик в креме, вам не горячо. Если есть кухонный термометр, то можно померить, это где-то 40 градусов температура. В общем, ждем, чтобы это все остыло. Так, когда крем вот так остыл, отправляем сюда сливочное мягкое масло и размешиваем его вот таким образом. Я делаю это ложкой. Почему? Потому что еще 40 градусов сам крем. И еще можно вот так вот перемешивая растворить. Так, посмотрите, вот какой однородный крем получился. Он настолько вкусный, вы не представляете. Я тут пока мешала, пару ложек съела. Вот такая красивая масса получилась. Если ваши яйца, желтки были не такие желтые, то крем может быть более белее, не такой желтый, как у меня. Это зависит от яиц. Хорошо, отставляем в сторону. Он, собственно, уже холодный. Пока мы взобьем белки, уже можно будет их соединять. Оно не горячее, холодное. Приступаем к белкам. Отправляем холодные белки в миксер. Взбиваем сначала на маленькой скорости, потом увеличиваем и взбиваем до хорошей устойчивой пены. Так, посмотрите, какой белок густючий. Теперь сюда отправляем стакан сахара. Значит, и начинаем взбивать тоже до растворения сахара. Пока сахар здесь будет растворяться, сейчас я включу миксер,
Я возьму желатин, который у меня уже застыл, посмотрите, какая вот лепешечка. Теперь я отправлю это в микроволновку, чтобы он просто растопился. Можно разогреть, ну, выложить это все в какую-то кастрюльку и разогреть. Он не должен закипеть, просто раствориться. Белок с сахаром взбился, убираем венчик, он нам больше не понадобится. Посмотрите, какая густая масса белка. О, прекрасно. Так, теперь дальше. Возьмите какую-то большую емкость, либо большую кастрюлю. Я взяла вот такую вот миску. Вот такую. Отправляем сюда в миску белок. Почему я так делаю? Потому что вот эта стеклянная у меня не настолько большая, чтобы в ней было удобно перемешивать. Так, сначала белок отставляем. И теперь крем. Отправляем сюда, значит, деревянная ложка нам понадобится. Отправляем сюда крем, который мы сделали. Теперь начинаем перемешивать. Вот так вот вводим белок в крем сверху вниз. Вот так, вот так. Аккуратно это делать ложкой деревянной или силиконовой лопаточкой. Вот таким образом до приблизительной такой однородной массы. Во время перемешивания берем желатин. Значит, как понять, что он правильной температуры? Пробуем пальчиком. Вот я не заметила даже изменения в температуре, когда вот пальчик опускала. Вот настолько он еле теплый. И сюда отправляем желатин. Вот так. И начинаем перемешивать с желатином вместе. Так, посмотрите, какая однородная масса получилась. Я где-то минут 7, наверное, вот так вот руками перемешивала. Теперь отставляем это все и берем бисквит, который уже остыл. Берем формочку, в которой пекли бисквит. Дно нужно устелить пергаментной бумагой. Разрезаем бисквит на 2 части и укладываем нижний слой вот сюда в формочку. Выливаем получившуюся массу на бисквит. Распределяем весь крем вот так вот по форме. Накрываем сверху верхушкой бисквита, вот так, смотрите, вот так, четко-четко, один в один. Вот так вот можно немножко прижать руками, чтобы под самим тестом распределился весь крем. Так, когда распределили, затягиваем это все пищевой пленкой, отправляем в холодильник на 2-3 часа. Все зависит от желатина. Желатином, которым пользуюсь я, хватает 2 часов. Готовим помадку. Берем небольшую кастрюльку, в нее наливаем воду. Видите, она у меня уже закипела. Сверху ставлю еще одну посудинку. У меня она термостойкая. И сюда отправляю какао. Так, высыпаю. Вот так. Я использую темное какао. Оно тогда красивее. Вкуснее. Сюда же отправляю сахар, можно отправить немного ванильки, я ванильку не буду сегодня добавлять. Перемешиваем и начинаем добавлять молоко. Делать нужно либо венчиком, либо деревянной лопаточкой. Венчиком удобнее всего. Молоко отправляем частями. Значит, сначала немного налили, начинаем размешивать. Когда все молоко вмешается, добавляем следующую часть молока. Так, посмотрите, вот практически... Все какао умешали, еще один раз молоко добавлю. Видите, какое густое оно получается. Оно должно быть реже, поэтому добавлять буду еще немножко молока. Количество молока у вас может отличаться, потому что разное какао, разные производители. Поэтому плюс-минус несколько столовых ложек может быть отличие. Вот, собственно, и все. Посмотрите, сейчас оно неоднородное, немножечко еще... Кое-где комочки какао. Сейчас венчиком на слабом огне, пока там вода немножечко кипит, я все это дело мешаю в течение 10-15 минут. Какао кипеть не должно, поэтому мы делаем на водяной бане. Оно должно полностью раствориться, быть гладким, однородным, таким глянцевым, красивым. Значит, все меня спрашивают, ну не все, очень многие, почему я на некоторых тортах использую именно шоколадную помадку из какао, а не делаю ганаш. Значит, тут такой момент, тут дело сочетания вкусов. Когда я варю помадку из какао, она горчит, немного горчит. Я поэтому не добавляю в нее слишком много сахара, чтобы эта горечь осталась. И в сочетании со сладким тортом это вкусно. То есть вот такие вот миксы вкусов, как солено-сладкое, кисло-соленое или кисло-сладкое. Точно так же и здесь горькое какао, чуть-чуть с горчинкой, и сладкий торт. Это очень вкусно. Но если я буду делать ганаш, он просто сладкий, он нейтральный на всем торте, и нету такого послевкусия торта.
Поэтому, на мой вкус, в некоторых тортах нужно готовить именно помадку, как в птичьем молоке, например. Посмотрите, все хорошо заварилось, такая однородная помадка у нас получилась. Теперь можно отключать плиту и кусочек сливочного масла, буквально около столовой ложки или десертной, вот так вот вмешиваем в помадку, чтобы она была глянцевой. Теперь можно ее оставить, чтобы она остыла. Торт выняли из холодильника, берем обычный десертный нож и вот так вот по краю отделяем торт от формочки. Открываем формочку и аккуратненько снимаем ее. Такая красота у нас получилась. Теперь деревянной лопаточкой перекладываем торт только на одну решетку. На решетку я обычно ставлю подложку, так будет удобнее, хотя бы самую маленькую. Теперь берем деревянную лопатку и под пергамент заводим ее вот так вот. Вот так. И теперь перекладываем торт на решетку. Вливаем помадку сверху на торт. Теперь ложкой, вот такими круговыми движениями распределяем ее по верху, чтобы она начала стекать вот сюда с боков. Вот такая красота у нас получилась. Размазывать сам шоколад, вот саму помадку вы можете как угодно. Я делаю ложкой обычно, вот такими движениями неровными, чтобы когда оно застыло, остался такой как бы узор на самом торте. Это необычно и красиво. Значит, в принципе, сверху я ничем больше не украшаю. Мой Дима любит, когда сверху лежат кусочки разрезанных апельсинов. Ну, это чисто его такие предпочтения. Ну, хорошо, так как мы помадку накладывали уже сверху на торт, который стоял 2 часа в холодильнике, собственно, он застыл. Сейчас я буду разрезать, покажу, какой он внутри. Можно оставить еще на час, чтобы помадка схватилась, но я этого делать не буду. Так, вот такой он получился в разрезе. 2 тонких бисквита по краям, а в середине пышная, вкусная, нежная, такая белково-заварная масса. Я уже просто помню вкус вот этого торта, он у меня уже, знаете, просто на языке крутится, уже просто хочу его попробовать, люблю, это самый любимый мой торт, такой вкус детства, память о бабушке. Ну, в общем, это очень вкусно, сейчас я буду пробовать. Вот так вот красиво смотрится в разрезе. Если вам не хватило 2 часов в холодильнике, пусть он постоит чуть-чуть дольше, от разницы в желатине может зависеть время его застывания. Ну, в общем, вот такая красота. Итак, я пробую мой любимый торт, бабушкин рецепт. Так, на 2 части и ем. Если вы этого не пробовали, вы просто нереально много потеряли в кондитерке. Значит, хочу сказать, вот эта вот белая прослойка, это настолько вкусно, говорит мой муж, да и мы так бабушке в детстве всегда говорили: ты нам ничего не пеки, только серединку сделай, и мы готовы ее есть, настолько она вкусная. Обязательно приготовьте этот торт. Сверху можно полить просто молочным или белым шоколадом, кому как нравится. В общем, это такой беспроигрышный вариант. Сколько я готовила раз этот торт на заказ, все говорили: а, птичье молоко, да нет, это суфле. Но когда люди вот это пробовали, постоянно только это и заказывали, настолько это вкусно. Ну, в общем, обязательно пробуйте, смотрите, ставьте лайки, делитесь этим видео. Спасибо, что сегодня были со мной. Обязательно переходите на другие видео по ссылкам под видео. Спасибо, что сегодня со мной были. Пока-пока.